За минуту до казни он попросил увидеть собаку. Но когда она вошла, произошло невозможное. Она не просто узнала его. Она сорвалась с поводка и вдруг начала рычать на одного из охранников. И в эту секунду стало ясно. Эта собака только что раскрыла страшную правду, которую скрывали много лет. Рэймонд Коул провел 12 лет в камере смертников, осужденный за убийство, которое он всегда отрицал. Со временем его голос перестали слышать. Адвокаты уходили, суды закрывались, а надежда угасала. Он жил в мире, где каждый день был повторением предыдущего, холодным, безликим и бесконечным. Единственное, что оставалось живым в нем – воспоминания собаки по кличке Хани. Он нашел ее щенком на улице и вырастил как члена семьи. Она была рядом в самые трудные моменты, и даже спустя годы он продолжал думать о ней. Жива ли она? Помнит ли его? Когда ему предложили назвать последнее желание, он попросил только одно – увидеть Хани. Собаку нашли по микрочипу. Все это время она жила в приюте, куда попала в день ареста Рэя. Тогда ее насильно забрали у хозяина, и с тех пор она словно потеряла смысл жизни. Почти не ела, не играла и каждый день ждала у двери, будто надеялась, что он вернется. Спустя время ее забрала волонтер по имени Анжела. Она смогла вернуть собаке доверие, но заметила, в Хане всегда оставалась тоска. Однажды Анжела узнала, кому она принадлежала, и вскоре получила звонок из тюрьмы. Рэймонд просил увидеть свою собаку перед казнью. В день встречи никто не был готов к тому, что произойдет. Когда Хани увидела Рэя, она вырвалась и бросилась к нему. Он упал на колени. Она обнимала его, скулила, лизала руки. Он плакал, не сдерживаясь, словно все годы боли вырвались наружу в этот момент. Даже охранники не смогли остаться равнодушными. Встреча превратилась в нечто большее, чем просто прощание. Но затем случилось странное. Хани внезапно встала между Рэем и одним из охранников, Менделем, и начала рычать. Она не отступала, будто чувствовала опасность. Это насторожило всех, особенно начальника тюрьмы. Позже он решил пересмотреть дело Рэя и обнаружил несоответствие. Время преступления не совпадало с показаниями, а записи с камер указывали, что Рэймонд находился в другом месте. Главным свидетелем был тот самый охранник Мендель. Началось новое расследование. Молодой адвокат Томас Геррера взялся за дело и вскоре выяснил. Доказательства были слабыми, некоторые отчеты подделаны, а ключевые улики игнорировались. Постепенно стало ясно, Рэймонд мог быть невиновен. История получила огласку. СМИ, общественность и даже присяжные из прошлого признали. На них оказывали давление, чтобы быстрее вынести обвинительный приговор. Суд приостановил казнь и начал пересмотр дела. Позже вскрылись новые факты. Несоответствия в экспертизах, исчезнувшие доказательства и даже аудиозапись, указывающая на причастность Менделя к фальсификации. В итоге приговор был отменен. После 12 лет ожидания Рэймонд вышел на свободу. У здания суда его ждала Хани. Она снова бросилась к нему, как в тот первый момент, и он обнял ее, будто возвращая все потерянное время. Он отказался от славы и интервью. Вместо этого выбрал тихую жизнь в небольшом доме вместе с Хани. Он писал книгу не о несправедливости, а о любви и верности, которые спасли его. Последние годы они провели вместе, спокойно и счастливо. Когда Хани состарилась и ослабла, Рэймонд был рядом до самого конца. Он потерял годы жизни, но не потерял главное – связь, которая пережила время, боль и несправедливость. Потому что иногда именно любовь, простая, безусловная, способна вернуть человеку жизнь и доказать правду там, где система ошиблась.